Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео покажу два варианта декора стен под мрамор из обычной шпаклевки. Первым делом подготовим смесь. Пересыпаю полимерную шпаклевку в воду. Вы можете использовать гипсовую или готовую, которая продается в банках. Для влажных помещений применяйте цементную шпаклевку. Смесь готова и можно приступать к нанесению. Я буду делать это кельмой, но также подойдет и шпатель. Шпаклевку начинаю наносить по диагонали, оставляя небольшие наплывы материала. Такая техника отлично подойдет для тех людей, которые никогда не выравнивали стены шпаклевкой. Просто старайтесь наносить материал ровно, короткими мазками, придерживаясь одного направления. Наплывы получаются сами собой. Сделала примерно 1 квадратный метр. Далее беру мягкую кисть и слегка приглаживаю в разные стороны шпаклевку, чтобы следы от инструмента немножко исчезли. При таком способе нанесения можно никуда не торопиться и не переживать за высыхающий край нанесенного участка, его в дальнейшем видно не будет. Сглаживаем фактуру очень легкими движениями, как будто смахиваем с поверхности пыль. Пригладила первый участок и заполняю шпаклевкой следующий. Делать я это буду точно так же, поэтому ускорим процесс. Нанесла следующий участок, беру кисть и начинаю приглаживать. Во время работы желательно использовать боковое освещение, так каждая неровность будет хорошо заметна. Первый слой нанесен, теперь дадим шпаклевке полностью высохнуть в течение суток. Да можете сразу продолжать, что вы ее слушаете? Шпаклевка полностью высохла, сейчас ей можно придать необходимый цвет. Для этого я буду использовать пропиточную грунтовку, в которую добавлю черный колер. Производитель грунтовки тут не имеет значения. Главное, чтобы она сама по себе не имела цветного индикатора и после высыхания становилась бесцветной. Излишки грунтовки с губки обязательно убираем, чтобы она не оставляла потеков на поверхности. Нанесение начинаю с угла и двигаюсь по горизонтали. Нужно придерживаться того же направления, в котором наносилась шпаклевка. Заполняется поверхность не сразу вся целиком, а полосками, с расстоянием между друг другом примерно в ширину одной губки. Если где-то получаются потеки, то сразу их убираем, пока они не высохли. Сложного тут ничего нет. Работая в углу, сразу делаем переход линий со стены на стену. Вот таким образом. И не забываем сохранять направление, оно будет нашим ориентиром в дальнейшем. Сделала вот такую зебру, далее возвращаюсь к уже высохшим участкам и продолжаю наслаивать линии. Вторым проходом мы должны заполнить практически все белое пространство. Делаем их в том же направлении. После можно будет нанести еще несколько слоев грунтовки, чтобы получить необходимую насыщенность цвета. Вы хотите научиться сочетать форму, текстуру, цвет и при помощи всего этого отражать свою индивидуальность и стиль в предметах и пространстве вокруг себя? Тогда бесплатный 5-дневный мини-курс от Skillbox создан именно для вас. Я уверена, что он подойдет не только для тех, кто хочет сделать свой дом уютней, но и для тех, кто хочет начать карьеру в дизайне и развиваться в этой интересной профессии. Во время обучения вы погрузитесь в увлекательный мир творчества и попрактикуетесь в таких направлениях, как дизайн интерьера, ландшафт, декорирование и дизайн мебели. Изучите тренды и поймете, как начинающему специалисту избежать ошибок. Попрактикуйтесь в каждом направлении и положите 4 проекта в портфолио. Специально для вас, профессионалы своего дела, по каждой из этих тем подготовили обучающие материалы и видео. А самое важное, что эта полезная структурированная информация подается с акцентом на практику. После каждого видео вы закрепляете полученные знания, выполняя практические работы. Вы создадите тематическую доску на Pinterest, интерьерный коллаж в Google презентациях, дизайн-проект сада и даже нарисуете эскиз детской мебели. Вы не только узнаете о лучших решениях и трендах 2024 года, но и научитесь на практике применять информацию о том, какие цветовые схемы самые выигрышные в интерьере и как с помощью декора изменить атмосферу в доме, какова роль освещения и акцентов в дизайне, как визуально увеличить пространство помещения и многое другое. А после прохождения бесплатного мини-курса вас ждет итоговый вебинар с
Спикер в прямом эфире поделится профессиональными секретами, разберет работу участников и ответит на вопросы. К тому же материалы курса будут доступны вам всегда, сможете вернуться к ним в любое время. И это еще не все. Сразу же после регистрации вы получите полезные подарки. Чек-лист «Как найти себя в дизайне среды», краткий гид по направлениям, 3 вдохновляющие книги для творческих людей, 4 чек-листа, которые помогут в новой профессии, а все, кто посмотрит первый урок, получат доступ к изучению английского языка на платформе Skillbox на год. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Сделайте первый шаг к творческой профессии и превращайте невзрачные пустыни в цветущие сады, а серые бетонные коробки в уютные дома. Цветной грунт я нанесла в 3 слоя и дала ему высохнуть в течение часа. Теперь можно приступить к самому интересному, к проявлению рисунка. Делать я это буду при помощи шлифовальной машины со 180-м абразивом. Закончила со шлифовкой, и у нас открылся красивый белый рисунок. Теперь, чтобы снизить общий контраст декора, я нанесу еще один слой грунтовки. Этот слой не только затемнит слишком белые участки, но и заодно обеспылит поверхность. Отлично, у нас почти все готово. Осталось только прорисовать мелкие прожилки и покрыть поверхность лаком. Рисовать прожилки я буду белой краской, которую предварительно разбавлю водой. Так с ней будет легче работать, она станет менее густая и более прозрачная. Для прорисовки прожилок я буду использовать самую тонкую кисть, у меня это 0. С помощью тонких линий я стараюсь сделать рисунок более целостным, например, объединяя вот такие вот места. Аккуратненько рисуем недостающие элементы и никуда не торопимся. Эта часть техники нанесения самая интересная и творческая. Закончила с прорисовкой прожилок. Мне кажется, так декор стал смотреться гораздо интересней. И теперь его можно покрыть защитным слоем лака. Я буду использовать матовый лак, а вы можете нанести глянцевый. Набрала лак и наношу его в 2 слоя с межслойной сушкой в час. Во время нанесения материала главное не оставлять подтеков. Нанесли толстый слой материала на небольшой участок, сразу возвращайтесь и еще раз растягивайте его валиком. Получается равномерное нанесение без дефектов. Нанесла 2 слой лака, сейчас дадим ему полностью высохнуть и посмотрим, что у нас получилось. Смотрится очень здорово. За счет цветного грунта получилось придать основе неравномерный цвет, а это дает ей глубину и объем. При том, что мы использовали обычную шпаклевку, а не венецианскую штукатурку, результат очень достойный. Получить подобный результат из обычных материалов невозможно, если использовать их в технике, которая рассчитана на применение венецианской штукатурки. На данный момент этот новый метод я только начинаю развивать и думаю, что в нем есть потенциал. Декораторам советую поэкспериментировать в этом направлении и сделать несколько вариаций на эту тему. Ну и, конечно, данный способ нужно взять на заметку тем, кто собирается делать ремонт своими руками и хочет сберечь побольше денежек во время этого достаточно затратного мероприятия. Эта техника не только поможет вам в создании уникального варианта финишной отделки стен, но и сбережет финансовые средства, которые, как я думаю, вам есть куда направить. Теперь приступаем к созданию второго варианта декора, который я буду делать также из самых простых материалов.
Полимерную шпаклевку я уже подготовила, и сейчас мы ее заколируем в два цвета. Первый у меня будет светло-серый, и для его получения добавляю черный и оранжевый колер. Эти же колоранты использую для получения второго цвета, темно-серого, просто добавляя их в меньшее количество шпаклевки. Теперь нужно все хорошенько перемешать. После высыхания шпаклевка посветлеет примерно на 2 тона. Это нужно учитывать во время создания цвета. Перед работой обязательно сделайте пробный образец и посмотрите, какие колоранты нужно добавить для нужного вам цвета. Материалы различных производителей ведут себя по-разному, и лучше экспериментировать с цветами до того, как приступаете к работе на объеме. Мне нужен теплый оттенок серого, поэтому я добавила к черному колоранту достаточно большое количество оранжевого. Он нейтрализует синеву черного колера, и мы получаем нужный нам оттенок. Подготовила оба цвета, и теперь можно приступать к нанесению. Делать я это буду при помощи кельмы. Также подойдет и широкий шпатель. Набираю на кельму небольшое количество каждого цвета и делаю легкий недомес вот таким образом. Достаточно. Теперь при нанесении цвета будут смешиваться между собой и создавать интересный узор. Работая со шпаклевкой в такой технике, главное не разглаживать ее долго на одном участке. Это не профессиональный материал, и цвета быстро начинают смешиваться между собой, и узор от недомеса исчезает, а нам он нужен хотя бы легкий. Если он у вас совсем не получается, то заколируйте шпаклевку в более контрастные оттенки серого и заполняйте поверхность меньшими участками, так будет легче. Шпаклевка полностью высохла, теперь ее необходимо прошлифовать, чтобы убрать вот такие наплывы. Делать я это буду при помощи 240-го абразива. Закончили со шлифовкой. Теперь необходимо поверхность хорошо прогрунтовать в 2 слоя. Делать я это буду укрепляющей грунтовкой. Наносим ее движениями снизу вверх, чтобы брызги не летели во все стороны. Когда грунта на валике остается мало, возвращаемся к предыдущим участкам и убираем подтеки. Грунт обеспыливает поверхность после шлифовки и укрепляет ее. Процесс нанесения простой, но очень важный. Перед началом создания любого декора нужно обязательно грунтовать основание. Если используете грунт-концентрат, то разводите его в воде по инструкции. Грунтовка полностью высохла, и можно переходить к следующему этапу. Для него нам потребуется гипсовая шпаклевка. Я ее уже подготовила и наносить буду при помощи шпателя. Набираю небольшое количество материала и приступаю к нанесению. Перед началом работ полезно не только экспериментировать на образце, но и смотреть как можно больше видео по созданию декора, который вы будете делать. Мозг легче воспринимает визуальную информацию во время просмотра видео. Вы запоминаете движения и получаете понимание, как ведут себя материалы. Ученые говорят, что когда человек смотрит обучающие материалы, которые содержат движения, цвета и интересные визуальные элементы, это стимулирует активность в визуальных областях мозга. Во время просмотра образуются новые нейронные связи, способствуя лучшему запоминанию и усвоению информации, что в конечном итоге улучшает когнитивные функции. Набрала материал и создаю еще одну крупную прожилку. Этот вариант декоративной штукатурки тоже рассчитан на тех, кто далек от работы со шпателем. Просто делаем линии из шпаклевки, не стараясь их как-то сильно сгладить. Тут чем они хаотичнее, тем лучше. Где-то делаем их пошире, где-то более тонкими. Можете заранее карандашом нарисовать направление этих линий и наносить материал уже по этой разметке, так будет проще. В процессе создания крупных прожилок очень важно видеть всю картину целиком. Поэтому время от времени отходите от стены на пару метров и смотрите, какой рисунок у вас получается, и где стоит добавлять прожилки, а где нет. Набрала немного шпаклевки и делаю переход в углу. Одну линию потолще, приглаживаю и еще одну рядышком, но более тонкую. Крупных прожилок достаточно, теперь переходим к более мелким. Делать я их буду из той же гипсовой шпаклевки, которую переложила в кондитерский мешок.
Такой нехитрый способ позволяет достаточно быстро создавать тонкие линии, которые не получились бы при использовании шпателя. Опять же, вы можете заранее нарисовать линии карандашом и наносить шпаклевку таким способом уже по разметке. И да, если какой-то участок вам не нравится, на этом этапе вы легко можете снять шпаклевку и переделать линию. Обычно это требуется, когда она получилась слишком широкой. Там, где прожилки не хватает толщины, просто добавьте материала и пригладьте ее. Готово. Беру шпатель и приглаживаю. Сильно на шпатель давить не нужно. Материал еще очень податливый и легко формируется при легком нажиме. Сделали несколько тонких линий и сразу приглаживаем. Не нужно дожидаться, пока шпаклевка сильно высохнет. Закончила с прожилками и оставляем их до полного высыхания. Рисунок из гипсовой шпаклевки полностью высох, и теперь необходимо поверхность окрасить краской. Для этих целей лучше всего подойдет глубоко матовая вододисперсионная краска. У меня она в белом цвете, вы можете использовать любой другой. Для работы использую валик с ворсом средней длины. В зависимости от укрывистости краски наносим ее в 2-3 слоя. У меня основание под этот декор не идеально ровное и покрашено в черный цвет. Естественно, при шлифовке черная краска стала видна. Вам основание в черный цвет красить не нужно. Закончила с краской, и после ее полного высыхания приступаем к самому интересному, к скрытию рисунка. Делаю я это при помощи шпателя. Вершины фактуры послойно срезаются, и мы видим, как узор прожилок становится более контрастным. Не нужно очень сильно давить на шпатель. Снимаем материал послойно, чтобы не повредить белые участки. Сняли краску, которая скрепляет фактуру, и дальше убираем объем. Видно, что шпаклевка очень легко крошится и удаляется с поверхности. И это при том, что я использую обычный шпатель, а не заостренный скребок. Им еще легче работать, но зато со шпателем получается более аккуратно. Широкие полосы убирать, конечно, посложнее, но тут просто понадобится больше времени. Потихоньку подцепляем материал с краев, и рано или поздно шпаклевка сдается. С помощью шпателя сняли основную массу материала, и теперь 400-м абразивом шлифуем всю поверхность. Готово. Теперь нужно добавить мелких деталей. Для этого колерую грунтовку в серый цвет, который должен быть чуть-чуть темнее, чем шпаклевка, которую мы наносили с недомесом. Добавила черный и оранжевый колер и перемешиваю материал. Подготовила цветной грунт и приступаю к прорисовке прожилок. В этом варианте мы больше подчеркиваем уже созданный узор. Обычной тоненькой кистью рисую прерывистые линии по всему краю всех прожилок, добавляя минимальное количество дополнительных элементов, которые проходят по широким линиям. Тут все еще быстрее и проще, чем в первом варианте. Закончила с прорисовкой прожилок, и теперь поверхность можно защитить лаком. Я буду использовать акриловый глянцевый лак и наносить его велюровым валиком.
Наносить его нужно тонкими слоями и давать каждому слою хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Валик я использую велюровый с коротким ворсом, который позволяет равномерно наносить лак, оставляя после себя минимальную шагрень. Ксюша, а меньше валика не было? Нет. После 3 слоев лака даем ему высохнуть в течение недели. После этого можно приступить к полировке. Начинаю с 500-го абразива и двигаюсь на уменьшение зерна. Второй вариант декора готов, и можно посмотреть, что у нас получилось. Результат мне нравится. Общий узор смотрится очень интересно, и при этом мы получили хороший глянец, хотя поверхность достаточно светлая. Если сделать подобный вариант в черном цвете с белыми прожилками, то глянец будет гораздо сильнее. Сама техника нанесения несложная, и ее основной плюс в том, что применяются самые простые материалы. Сделать что-то подобное с меньшими затратами будет очень сложно. И да, в 2 сегодняшних вариантах декора процесс шлифования можно произвести без использования дорогостоящей шлифмашинки. Просто делайте все вручную, применяя абразив с тем же зерном, что и я. Работа будет производиться медленней, но главное тут, что результат вы получите такой же, как в видео. А на этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях, какой из 2 вариантов вам больше всего понравился. Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем удачи, здоровья, пока!